А вы когда-нибудь задумывались, кого впервые любили турецкие актеры, за которыми вы следите годами? Ведь за каждым красивым взглядом, за каждым признанием на экране прячется реальная история, в которой была первая. Та, кто тронула сердце, когда еще не было славы. Та, кто держала за руку до того, как его имя скандировали тысячи. А кто-то, наоборот, покинул его в самый тяжелый момент, оставив глубокую рану навсегда. Например, одна из бывших девушек сегодня замужем за другим, но все еще хранит подаренное кольцо. А у другого актера первая любовь ушла. После известия о его первом контракте не выдержала славы. Вы точно не знали эти истории. И сегодня мы расскажем, кто они первые, настоящие и забытые. Они ушли, но оставили след навсегда. 10 место. Анур Туна. Когда Анур Туна только начинал набирать популярность, его сердце уже было занято. В те годы, когда его карьера только начинала выходить на большую сцену, рядом с ним была девушка, чья красота и обаяние завораживали публику, Ясемин Ален. Их отношения начались весной 2012 года и продлились чуть больше года, до августа 2013. Это была не просто легкая влюбленность двух молодых актеров, это была настоящая поддержка и взаимное восхищение. Они появлялись вместе на мероприятиях, говорили друг о друге с теплом, и публика верила, эти двое действительно нашли друг в друге что-то особенное. Многие тогда говорили, что их пара выглядит идеально, оба высокие, оба утонченные, оба стремящиеся к вершинам. Но, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, работа, проекты, съемки и стремление к личному росту постепенно разъединили их пути. В интервью после расставания оба деликатно обошли острые углы. Официальной причины разрыва они не называли, но по неофициальной информации близких к ним людей, именно напряженный рабочий график и разные жизненные приоритеты стали причиной того, что чувства начали угасать. Несмотря на разрыв, между ними не осталось скандалов и обид. Анур и Ясемин разошлись мирно, с уважением и благодарностью за то, что были частью жизни друг друга в важный момент взросления и становления. Некоторые фанаты до сих пор вспоминают их как одну из самых красивых пар турецкого экрана. 9 место. Ибрагим Челиккол. Когда имя Ибрагима Челиккола еще не было известно всей Турции, он уже пережил сильную и страстную любовь, о которой до сих пор вспоминают его поклонники. Его первой любовью стала известная турецкая певица Тугба Экинчи. Их роман начался в 2010 году, в момент, когда Ибрагим только начинал делать свои первые уверенные шаги в актерской карьере. Это были очень открытые и насыщенные отношения. Пара не скрывала свою связь, напротив, их часто можно было увидеть вместе на публике, они с удовольствием позировали для фотографов и даже появлялись вдвоем на телевидении. Тугба была старше Ибрагима, но между ними, казалось, была настоящая страсть, доверие и глубокая привязанность. Однако спустя примерно 2 года, к концу 2011 пара неожиданно рассталась. Как позже призналась сама Тугба, причиной стала ревность, усиливающаяся с каждым новым проектом Ибрагима. Его популярность росла, предложения сыпались одно за другим, а актер все чаще снимался в романтических сценах с другими женщинами. Для Тугбы это стало тяжелым испытанием. В одном из интервью она откровенно сказала: «Я любила его, и он любил меня. Но я женщина со сценой в крови, а он мужчина с экраном в сердце. Мы стали слишком разными». Ибрагим не стал выносить подробности на публику, лишь однажды коротко упомянул, что очень уважает Тугбу и всегда будет помнить ее как часть своего прошлого. Их история любви закончилась, но осталась в памяти многих как встреча двух сильных, творческих, но несовместимых душ. 8 место. Чагатай Улусай. Когда Чагатай Улусай еще не был звездой на каждом турецком экране, его сердце уже принадлежало девушке по имени Джейда Гёнич. Это была его первая настоящая любовь, случившаяся задолго до бурной славы и армии фанаток. Их история началась в 2010 году именно тогда, когда Чагатай только вошел в мир модельного бизнеса и еще даже не мечтал о главных ролях в сериалах. Джейда была его ровесницей и однокурсницей, и именно с ней он пережил все, что обычно происходит в юношеских романах: долгие прогулки по ночному Стамбулу, разговоры о мечтах, поддержка на экзаменах и радость первых успехов. Их любовь длилась 2 года.
И когда в жизни Чагатая начались серьезные перемены, победа в конкурсе «Лучшая модель Турции», а затем и первая главная роль в сериале, все резко изменилось. Свет софитов, давление индустрии, бешеный темп жизни. Чагатай оказался в центре внимания, а Джейда в тени. Как позже писали некоторые СМИ, именно перемены в образе жизни и его быстро растущая популярность стали причиной их разрыва в 2012 году. Джейда, не желая жить под постоянным прицелом камеры и слухов, выбрала спокойствие. А Чагатай, хоть и продолжал идти вперед, никогда не упоминал эту историю публично, как будто хранил ее где-то глубоко в себе. Фанаты актера до сих пор считают, что эта любовь была самой искренней его жизни. Ведь она началась не из-за славы, а задолго до нее, когда он был просто обычным юношей с большими мечтами. 7 место. Керем Бюрсин. До того, как его улыбка стала сводить с ума миллионы зрительниц, до того, как он стал лицом популярных турецких сериалов, Керем Бюрсин пережил одну из самых красивых и обсуждаемых историй первой любви в турецком шоу-бизнесе. Его первой настоящей девушкой была актриса Игнур Танрысевсин. Их роман начался в начале 2014 года. Тогда Керем только начинал завоевывать сердце публики после успеха в сериале «Когда я нашел тебя», а Игнур уже была на слуху благодаря своей роли в «Солнечных девушках». Они познакомились на одной из киноплощадок, и между ними сразу возникло притяжение. Это была искренняя, молодая любовь, которой оба гордились, они не прятались от камер, часто выкладывали совместные фото, появлялись вместе на премьерах и фестивалях. Их пара считалась одной из самых гармоничных, он энергичный, веселый и обаятельный, она спокойная, нежная и уравновешенная. Но за красивой обложкой, как оказалось, скрывались трудности. Керем в интервью позже признался, что оба были слишком молоды и слишком быстро стали частью большого мира, где нет времени на чувства. Вскоре пошли разговоры о разногласиях и ревности. Они расстались в октябре 2014 года, спустя всего 9 месяцев отношений. Пресса тогда писала, что причиной стало отсутствие времени и постоянные съемки, но сам Керем лишь сказал: «Я уважаю ее и благодарен за все, что мы прожили. Иногда людям просто нужно двигаться дальше». С тех пор они не появлялись вместе и не поддерживали публичной связи, но именно эта история стала для Керема его первым серьезным уроком любви, уроком, который он, по его словам, будет помнить всегда. 6 место. Бюлент Инал. Когда Бюлент Инал только начинал строить свою карьеру в кино и театре, он уже жил настоящей любовью. Его первой избранницей стала женщина по имени Белгин Эрдоган. Это имя мало знакомо широкой публике, но в начале 2000-х она была важной частью жизни молодого и амбициозного Бюлента. Их история началась в 2003 году. В то время Бюлент только начал появляться на телевидении, и его популярность постепенно росла. Белгин же не была связана с актерской профессией, она жила более спокойной жизнью и оставалась в тени. Тем не менее, именно она сопровождала Бюлента на его первых шагах в шоу-бизнесе, поддерживала его в трудные моменты и вдохновляла на смелые решения. Они были вместе около 2 лет. За это время актер смог добиться большого прорыва в своей карьере, именно тогда он начал сниматься в серьезных проектах, которые принесли ему известность. Но чем выше он поднимался по лестнице успеха, тем больше росло расстояние между ним и его первой любовью. Причина расставания не обсуждалась публично, но источники, близкие к актеру, утверждали, что разные темпы жизни и отсутствие времени друг на друга стали главными препятствиями для их будущего. Бюлент стал постоянно занят, а Белгин не захотела быть просто фоном в его жизни. Она выбрала уйти тихо и достойно. Позже Бюлент Инал редко упоминал эту часть своей жизни, но однажды в интервью сказал: «Я стал тем, кто я есть, во многом благодаря людям, которых любил. Даже если они уже не рядом». Так закончилась первая глава его личной истории, оставив в ней тепло, но и легкую тень сожаления. 5 место. Талгахан Саишман. До того, как Талгахан Саишман стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров Турции, в его жизни была девушка, с которой он прошел важный этап становления. Этой девушкой стала яркая и харизматичная актриса Берак Тюзюнатач. Их история началась в 2007 году и сразу стала объектом внимания журналистов и поклонников. Талгахан и Берак были на пике молодости и амбиций.
Он харизматичный победитель конкурса «Лучшая модель Турции», а она актриса с уже узнаваемым лицом. Их союз казался идеально сбалансированным, оба красивые, талантливые, уверенные в себе. Их совместные появления на светских мероприятиях всегда вызывали восхищение публики. Многие тогда считали, что именно они могут стать новой идеальной парой турецкого шоу-бизнеса. Однако за блестящими образами скрывались внутренние конфликты. Пресса часто писала о том, что в паре не все гладко. Иногда в интервью сквозила недосказанность, а в желтых заголовках появлялись слухи о ссорах и временных расставаниях. Сам Талгахан позже признавался, что эти отношения были очень эмоциональными, но слишком бурными, с частыми вспышками и непримиримыми разногласиями. Их роман завершился в 2008 году. Расставание прошло без публичных скандалов, но с легкой горечью. Ни один из них больше не комментировал эту историю в подробностях, но фанаты до сих пор помнят их как одну из самых красивых и драматичных пар тех лет. Эта любовь была настоящим испытанием, как для актера, который только начинал подниматься, так и для девушки, которая не хотела делить любимого мужчину с его растущей популярностью. И хотя их пути разошлись, именно с Берак началась личная история Талгахана, история, полная страсти и внутренних противоречий. 4 место. Каан Урганджаглу. До того, как миллионы зрителей полюбили Каана Урганджаглу за его харизму и сложные экранные образы, его сердце уже было занято. И первой женщиной, которая оставила в этом сердце след, была никто иная, как Азра Акын, бывшая мисс мира, грациозная, умная и сильная духом. Их история любви была красивой, но короткой и в то же время яркой, как вспышка. Точной даты начала их романа нет в открытых источниках, но он определенно пришелся на ранний этап карьеры Каана, когда он еще только пробивался в индустрии, а Азра уже была женщиной, чьим именем восхищались по всей Турции. Их познакомили общие друзья, и между ними сразу возникла симпатия. Он спокойный, умный, немного скрытный. Она сияющая, открытая, уверенная в себе. Несмотря на разницу в популярности, их союз не казался неравным. Напротив, именно Азра, по мнению близких к паре людей, стала для Каана своего рода вдохновением. Именно тогда он начал чаще улыбаться, стал более раскованным и уверенным. Они вместе посещали светские мероприятия, давали интервью и выглядели счастливыми. Но все изменилось довольно быстро. Слухи о напряжении в отношениях начали распространяться почти сразу после их совместного выхода на публику. Пресса писала о ревности, о плотном графике, о разных взглядах на будущее. Каан только входил в актерскую профессию, а Азра уже двигалась в другом направлении, сосредотачиваясь на благотворительности и международных проектах. Они расстались тихо, без громких слов, без взаимных обвинений. Позже Каан в интервью лишь однажды сказал фразу, которая многое объяснила. «Иногда жизнь сводит нас с очень светлыми людьми, но не для того, чтобы они остались, а чтобы мы научились чему-то важному». С тех пор они больше не пересекались публично, но для поклонников Каана Урганджаглу Азра Акын останется той самой первой, с которой он прошел этап важного взросления личного и профессионального. 3 место. Энгин Акурик. Энгин Акурик всегда был человеком, который бережно хранил свою личную жизнь за кадром. Он редко делился деталями и почти никогда не давал поводов для сплетен. Именно поэтому история его первой любви долгое время оставалась за пределами внимания публики. Но, как известно, даже самая скрытная рано или поздно становится достоянием общественности. Первой официальной и подтвержденной девушкой Энгина была модель Джансу Ташкин. Их отношения начались в 2011 году, когда Энгин уже обрел определенную известность после съемок в сериале «В чем виновата Фатмагюль?». Джансу была моложе и не связана с киноиндустрией напрямую. Но ее харизма и внешность моментально привлекли внимание публики, как только стали появляться первые снимки пары. Их отношения продлились недолго, около года. Несмотря на видимую гармонию, близкие к актеру источники утверждали, что именно разные взгляды на публичность и образ жизни стали причиной расставания. Энгин всегда был склонен к уединению, он не любил светские мероприятия и откровенности. Джансу, напротив, тяготела к открытости, моде и социальной активности. В СМИ также появлялись слухи о ревности. В
то время Энгин был на пике популярности, и каждая его сцена с актрисой воспринималась слишком близко. Возможно, именно это сыграло свою роль. Пара рассталась без громких скандалов, просто исчезли из новостей. Ни Энгин, ни Джансу больше не комментировали тот роман. Но для поклонников актера эта история стала доказательством того, что даже самые спокойные и закрытые сердца однажды открываются. И пусть они не остались вместе, эта первая любовь сыграла свою важную роль, она напомнила Энгину, как легко чувства могут стать уязвимыми под светом камер. Второе место — Бурак Денис. Еще до того, как его имя стало звучать по всей Турции, еще до того, как миллионы поклонников влюбились в его глубокий взгляд и харизму, в жизни Бурака Дениза была на первая любовь, первая настоящая связь, первая душевная привязанность. Ее звали Бюшра Девели. История их отношений началась, когда оба были совсем молоды, только начинали делать первые шаги в актерской профессии. Познакомились они в Стамбульском университете изящных искусств, где вместе учились. Бурак и Бюшра были парой не только в жизни, но и на сцене вместе снимались, играли в короткометражках, репетировали, мечтали. Их любовь росла в ритме их карьеры. Поначалу они были очень открыты, совместные фото, поддержка в проектах, вдохновение друг для друга. Их считали парой с крепким фундаментом: дружба, взаимопонимание, единая цель. Но с ростом популярности Бурака начались съемки, контракты, постоянные переезды. Все чаще он отсутствовал, все меньше времени оставалось для двоих. В 2018 году стало известно, что пара рассталась. Причина. Официально они ее не комментировали. Но, по слухам, разрыв был вызван изменой со стороны Бурака, о чем первой намекнула Бюшра, удалив все их совместные фотографии из социальных сетей и отказавшись общаться с журналистами на эту тему. Это породило волну сплетен, но сам Бурак, как и всегда, выбрал молчание. Позже он только однажды сказал фразу, которую фанаты расценили как отголосок той истории. «Иногда ты теряешь самое настоящее, просто не успев это понять». С тех пор они больше не пересекались. Бюшра продолжила свою карьеру, а Бурак пошел дальше, но именно она стала той самой первой, с кем он делил не только молодость, но и начало своего пути в мир большого искусства. Первое место — Бурак Озчивит. До того, как имя Бурака Озчивита стало синонимом турецкой мужественности и благородства на экране, в его жизни была девушка, с которой он прошел путь от молодого парня до будущей звезды. Ее звали Зейнеп Дёрткардыслер, его первая настоящая любовь. Их история началась в 2005 году, когда Бурак еще учился в университете и параллельно занимался модельной карьерой. Зейнеп не была публичной личностью, и, возможно, именно это делало их отношения особенно искренними. Они встречались около 4 лет, и, по словам близких друзей, Бурак действительно любил ее с тем самым юношеским огнем, который потом был не раз замечен в его экранных героях. Их роман закончился в 2009 году, как раз в тот период, когда карьера Бурака начала набирать бешеные обороты. Он получил первые серьезные роли в кино, начал жить в ритме бесконечных съемок. Зейнеп не выдержала давления публичности, и, по информации турецкой прессы, именно ссоры из-за ревности и нехватки времени стали главной причиной расставания. Позже Бурак в интервью никогда не упоминал имя Зейнеп, но говорил о том, как сильно может ранить любовь, которую ты теряешь, даже не желая этого. Это расставание стало для него важным жизненным уроком, и, возможно, именно благодаря этой боли он так глубоко играл своих романтических персонажей. Фанаты до сих пор называют Зейнеп той, что была до славы. Именно она увидела в нем не звезду, а простого человека, и это навсегда делает ее частью его судьбы. Первая любовь — это не просто имя из прошлого. Это воспоминание, которое остается навсегда. Некоторые актеры пошли дальше, забыв и простив. А кто-то до сих пор носит ту любовь в сердце, несмотря на годы, славу и новые отношения. Они были молоды, искренни и верили, что это навсегда. Но слава и сцена всегда требуют жертв. И первой становится любовь. Спасибо, что досмотрели до конца. Поделитесь в комментариях, чья история тронула ваше сердце больше всего. И не забудьте подписаться, у нас впереди еще больше историй, о которых вы точно не знали.